Представьте себе картину. Вы живете в Испании 10 лет, ну, может быть, 15 лет. Вы идеальный элемент этой экосистемы. Вы исправно платите налоги, заполняете декларации, не переходите улицу на красный свет и даже аккуратно сортируете пластик, искренне веря, что вносите вклад в спасение планеты. Вы работаете так, будто от этого действительно зависит ваше личное благосостояние, а не только душевное спокойствие вашего банковского управляющего. И каждый год, примерно раз в квартал, включив телевизор или открыв авторитетную «Эль Паис», вы натыкаетесь на один и тот же пафосный манифест. На трибуну выходит очередной министр. Лицо свежее, костюм дорогой, взгляд устремлен в светлое социалистическое будущее. И министр тот заявляет: мы утвердили исторический план. Мы построим 50 тысяч квартир для нуждающихся. Никакого спекулятивного капитала, только забота о человеке. Проходит год, потом второй, потом третий. Квартиры действительно где-то появляются. Строительные компании осваивают многомиллионные бюджеты. Региональные жилищные институты подписывают акты приемки. Чиновники с улыбками, которые не помещаются в экран, перерезают шелковые ленточки на фоне свежего, пахнущего надежды бетона. И вот тут возникает один деликатный, я бы даже сказал, неприличный вопрос. А кто, собственно, получает ключи от этих квартир? Где эти счастливые люди? Почему среди ваших знакомых, которые годами перебиваются с аренды на аренду и считают каждый цент, нет ни одного человека, которому государство сказало: вот твой дом, живи. И главное, почему практически каждая крупная программа социального жилья в этой стране рано или поздно начинает пахнуть уголовным кодексом, а заканчивается визитом следователей из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. У нас принято считать, что европейское государство – это строгий, но справедливый институт, работающий с точностью швейцарских часов. Но на практике, когда речь заходит об испанской недвижимости, оно чаще напоминает рассеянного и глубоко пьющего завхоза, который хронически путает свой личный карман с общественным. Сегодня мы снимем этот приторный глянцевый налет с испанской заботой о ближнем. Мы не будем просто пересказывать заголовки новостей. Мы зайдем с черного хода испанской бюрократии и посмотрим, как устроена эта гигантская очередь за счастьем, когда выключаются камеры и уходят журналисты. Давайте начнем с истории, которая произошла в благословенном городе Аликанте. Это место обычно ассоциируется у туристов ласковым морем, дешевым тапосом и пенсионерами из Северной Европы. Но у местной администрации свои развлечения. Несколько лет назад муниципальное агентство по жилищным вопросам торжественно объявило о распределении долгожданного социального фонда. На кону стояло спасение для тех, кто оказался на обочине жизни. Очередь выстроилась такая, что за ней не было видно горизонта. Тысячи заявлений, матери-одиночки, многодетные отцы, молодые ребята, чья зарплата в местном баре едва покрывает стоимость проездного на трамвай. Люди месяцами собирали справки. Они доказывали государству, что их бедность настоящая, сертифицированная, подтвержденная 3 печатями и выпиской из пустого банковского счета. Они искренне верили, что в системе есть логика и справедливость. И вот комиссия заседает, шестеренки бюрократии крутятся, списки утверждаются. Все строго по регламенту, под бдительным взором закона. Но происходит легкий, едва заметный казус. Одна из заветных квартир, предназначенная для семьи в критической ситуации, внезапно обнаруживается в собственности супруги высокопоставленного муниципального чиновника. Того самого чиновника, который по какому-то невероятному капризу судьбы как раз и курировал этот самый жилищный комитет. Когда местная оппозиция и пара дотошных журналистов из «Эль Мундо» деликатно поправили очки и спросили: «Уважаемый, а как так вышло? Это ведь квартира для бедных». В ответ раздалось привычно кристально чистое чиновничье изумление. Нам объяснили, что это совпадение. Бывает так в жизни. Редкое, почти библейское чудо. Женщина искренне нуждалась в улучшении жилищных условий. У нее были свои экономические трудности. Возможно, не хватало на ремонт второй летней резиденции. А муж просто работал неподалеку и вообще не знал, что жена подала заявку. Он просто мимо проходил. В Аликанте никто даже не пытался сильно притворяться. Когда к делу подключилась прокуратура и началось официальное судебное расследование, списки обездоленных победителей конкурса стали изучать под лупой.
И выяснилась поразительная вещь. Оказывается, перечень самых нуждающихся граждан города подозрительно напоминает телефонную книгу городской администрации и списки дальних родственников правящей партии. Там нашлись и племянники советников, и бывшие бизнес-партнеры местных застройщиков. Называть это банальной коррупцией в Испании даже как-то неловко. Это скорее развитое чувство семейного долга, забота о родных и близких за государственный счет. И это не единственный сбой системы, это ее базовая настройка. Человек мыслящий, воспитанный на рассказах о цифровизации и прозрачности 21 века, решает: хорошо, в Аликанте сидят жулики, но ведь должна быть общая система, единый реестр, алгоритм, компьютерная программа, в которую нельзя засунуть конверт с деньгами или записку от кузена из мэрии. Разочарую вас, мы в Испании. Стране, где бюрократия возведена в ранг религии, а туман – лучший друг чиновника. Никакой единой очереди на социальное жилье в Испании не существует в природе. Ее нет на уровне государства, ее нет даже на уровне одной автономии. Есть муниципалитеты, есть региональные правительства, комунидадес аутономас, есть министерства, есть отдельные жилищные институты в Валенсии или Мадриде. И у каждого ведомства есть своя собственная суверенная колода карт. Каждое ведомство устанавливает свои правила игры. Когда вы пытаетесь встать на учет как деманданте де вивенда, вам начинают начислять баллы. На первый взгляд все выглядит солидно и научно. Столько-то баллов за то, что ваш доход ниже прожиточного минимума. Столько-то за количество несовершеннолетних детей. Дополнительные пункты за инвалидность или статус жертвы насилия. Это вообще отдельная тема. Но дьявол, как обычно, сидит не в пунктах, он сидит в регламенте. В правилах каждого ведомства есть волшебная резиновая графа под названием «экстренные случаи» или «особая социальная необходимость» (casos de extrema necesidad). Критерии там размыты, как пейзаж за окном скоростного поезда, идущего в тумане. Что такое экстренный случай? Насколько он экстренный? Это определяет конкретный чиновник в конкретном кабинете на основе своего личного, глубоко субъективного видения мира. В итоге система превращается в черный ящик. Вы подаете документы, попадаете в какой-то список под номером 4521, а через полгода обнаруживаете, что вы уже на 5000-м месте, потому что перед вами законно, или не очень, протиснулись сотни экстренных кандидатов. Сами испанцы понятия не имеют, как устроена эта математика. Да и зачем им понимать-то? Они же понимают, что все равно не могут повлиять. Прозрачность заканчивается там, где у чиновника появляется право казнить или миловать, выдавать ключи или оставлять в очереди до востребования. Глядя на все это бюрократическое чудо, поневоле задумываешься, а стоит ли вообще тратить годы жизни на борьбу с европейскими мельницами, размытыми законами и вечными очередями. Может, пора посмотреть на мир шире? Наш сегодняшний спонсор, компания Аurion Panama, предлагает альтернативу для тех, кто ценит свободу, понятные правила и финансовую безопасность. Почему Панама сегодня становится настоящей гаванью для жизни и бизнеса? Это идеальное расположение. Страна с населением 4,6 миллиона человек зажата между двух океанов и двух Америк. Ключевой логистический финансовый хаб региона. Свобода перемещения, безвизовый въезд на 90 дней для большинства стран, включая граждан Российской Федерации. Быстрая резиденция. Возможность оперативно оформить ВНЖ по одной из доступных программ. Стабильная валюта. Основная валюта страны – доллар США, что защищает ваши накопления от европейских инфляционных трясок. Дружелюбная среда. Открытый климат для международного бизнеса, цифровых активов и криптовалют без удушающей бюрократии. Удобная логистика. Возможность спокойно подавать документы на шенгенскую визу прямо по месту нового проживания. Четкие перспективы, понятный и прямой путь к гражданству и второму паспорту Панамы. Как говорят наши друзья, Аurion Panama, выбирайте профессионалов. Впрочем, давайте на пару минут оставим прокуроров и следователей их рутинной работе. Взглянем на проблему шире, без эмоций,
через призму сухих цифр европейских статистик. Может быть, наши испанские чиновники просто вынуждены так яростно делить этот фонд, потому что делить, собственно, нечего. И вот тут открывается бездна. Согласно данным Европейского жилищного комитета, Испания занимает одно из самых позорных мест в Евросоюзе по объему социального жилья. Давайте сравним, чтобы масштаб катастрофы стал понятен. В Нидерландах муниципальный и социальный фонд составляют около 30% от всего жилого массива страны. В Австрии больше 24%. Там полвены живет в квартирах, принадлежащих городу. Во Франции почти 17%. Средний показатель по Евросоюзу колеблется в районе 9%. И теперь знаете, сколько у Испании? По разным оценкам от 1,5 до 2,5%. Это не просто мало, это статистическая погрешность. Это ноль, как страна с мощнейшим строительным сектором, пережившая несколько строительных бумов, умудрилась оказаться в такой нищете? Ответ кроется в недавней истории. В 90-е и нулевые годы, когда в Испании начался так называемый бум недвижимости, государство занималось удивительным по своей глупости, или цинизму делом. Оно не создавало фонд, оно его ликвидировало. Тогда существовала программа под названием ВПО – Vivienda de Protección Oficial. Дома строились, но с одним условием. Через 10, 15 или 20 лет эти квартиры автоматически теряли статус социальных и переходили в разряд обычной коммерческой недвижимости. Люди, получившие их когда-то за бесценок, получали право продать их по рыночной стоимости. Государство своими руками перекачивало общественные деньги в частные карманы. А после кризиса 2008 года, когда казна опустела, региональные правительства решили еще более циничный маневр. Например, в Мадриде под руководством небезызвестной Анны Ботелье муниципальные власти взяли и оптом продали тысячи заселенных социальных квартир американским инвестиционным фондам, так называемым фондом-стервятникам, вроде Blackstone. Новые хозяева жизни тут же подняли аренду, а тех, кто не мог платить, просто выставили на улицу с помощью полиции. Государство умыло руки, оно ликвидировало себя как собственника, оставив вместо реального фонда только святую обязанность выражать глубокую озабоченность. И вот теперь мы видим яростные дебаты в парламенте. Депутаты спорят, кому именно нужно давать те несчастные крохи, что остались. Все эти дебаты напоминают мне драку за единственный спасательный круг на тонущем океанском лайнере. Пассажиры третьего класса бьют друг другу лица, решая, кто больше достоин выжить. Многодетная мать, молодой стартапер или хромой пенсионер. При этом никто, подчеркиваю, никто не хочет повернуться к капитану и спросить: послушайте, а почему наш огромный корабль вообще вышел в море, имея на борту всего одну резиновую шлюпку? Если вы думаете, что история в Аликанте – это такая досадная региональная аномалия, то вы, должно быть, очень счастливый человек, который никогда не читал испанскую судебную хронику. Скандалы с распределением социального жилья вспыхивают с регулярностью дождей в Галисии. В Мадриде расследуются дела о передаче квартир фондам, в Севиле о кумовстве при распределении участков под застройку, в Каталонии о махинациях со списками очередников. Везде одна и та же картина. Социальные метры волшебным образом уходят либо фирмам-прокладкам, либо людям, чья связь с местной администрацией видна даже без микроскопа. Но самое страшное в этой истории – это даже не жадность отдельных чиновников. Коррупция – вещь, мы знаем, в общем, банальная и скучная. Проблема гораздо глубже и трагичнее. Когда на одну реальную физическую квартиру претендуют сотни семей, находящихся на грани нищеты, абсолютно любой результат распределения будет казаться обществу несправедливым. Дефицит всегда рождает подлость. Это закон природы. А там, где государство берется распределять жесткий дефицит ручным способом, моментально заводится плесень кумовства. Это неизбежно, как появление тараканов на грязной кухне. И на этом фоне мы наблюдаем поразительный парадокс современной Испании. Страна разделилась на две параллельные реальности, которые никогда не пересекаются. В первой реальности – побережье Коста-дель-Соль, в престижных районах Мадрида или Барселоны. А один за другим растут элитные жилые комплексы с панорамными окнами, закрытыми урбанизациями, бассейнами Infinity и ландшафтными садами. Там крутятся миллиарды евро. Там риэлтор из сериалов Netflix
из прошлого видео продают бетонные коробки по цене космических кораблей международным инвесторам и криптомиллионерам. Частный капитал строит то, что приносит сверхприбыль здесь и сейчас. А во второй реальности, в серых спальных районах или депрессивных пригородах, миллионы обычных испанцев тратят больше половины своего дохода просто на то, чтобы оплатить скромную аренду. И смотрят на 3 оставшиеся государственные бетонные коробки, которые чиновники лениво делят между своими родственниками. Государство полностью капитулировало перед жилищным рынком. Оно имитирует заботу, создает комитеты, пишет новые законы об ограничении аренды, которые только уменьшают количество жилья на рынке, но не делает главного. Оно ничего не строит само. В конечном счете это наше расследование оказывается вовсе не про квадратные метры, и даже не про предприимчивого чиновника из Аликанте, чья жена так удачно зашла в жилищный комитет. Это история про доверие. Человек устроен очень странно, но в то же время благородно. Он обладает колоссальным запасом терпения. Он готов стоять в очереди годами. Он готов ютиться в крошечной комнате, экономить на еде и ждать своего часа, если он твердо на 100% уверен. Правила игры честные. Если он знает, что перед ним в этой очереди стоят точно такие же нуждающиеся люди, а компьютерный алгоритм беспристрастен. Он готов уважать закон, который уважает его. Но как только сквозь глянцевые речи министров начинает отчетливо проступать неприглядная правда, как только выясняется, что с черного хода по звонку из мэрии без очереди пускает нужных людей, рушится не просто очередная социальная программа. Рушится вера в то, что приличие в этом мире еще хоть что-то значит. Рушится базовый, неписанный социальный контракт между гражданином и государством. А восстановить это доверие, как показывает история, гораздо сложнее и дольше, и дороже, чем построить самый элитный жилой комплекс на побережье. Проверяйте факты. Не верьте красивым предвыборным лозунгам. Подписывайтесь на канал, пишите свои мнения в комментариях и всегда при любых условиях думайте своей головой. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.